Ребятки, hello, как говорится, приветствую вас в городе Дубай и Объединенные Арабские Эмираты. Вы знаете, отставить шутки про мини-канал, про автомобили, потому что, во-первых, на улице плюс 42 градуса, очень жарко, сейчас вот точно не до шуток. А во-вторых, давайте вот сюда вот. Сколько? Осторожно. Красавица. А во-вторых, самый продаваемый паркетник 2020 года в России – это Hyundai Creta. И то, что стоит за этой дверью, это Hyundai Creta второго поколения. Так что, ребятки, шутки шутками, но быстрый обзор Hyundai Creta второго поколения. Поехали! Первый Hyundai Creta, как вы помните, представили в далеком 2014 году. В 2016 году эта машина приехала в Россию и быстро стала популярна. В 2019 году продали 52 тысячи Hyundai или Hyundai? Hyundai? Что? Это что-то новое. Hyundai? У нас в Украине Hyundai. А в России говорят Hyundai. Говорят все-таки правильно Hyundai в России. Но в 2019 году в России продали 52 тысячи Hyundai Creta. Крет или... Короче, вы поняли, о чем речь. А в 2020 году продали уже более 73 тысяч этих машин. Так что тачка как минимум народная, и это поколение наверняка, но это мы еще посмотрим, наверняка или нет, будет пользоваться спросом. Крета уже довольно давно продается в Индии, продается в Китае, там она называется AX25, и фактически, это более-менее то же самое. И также эта машина продается здесь, в Дубае. Давайте начнем с внешности, самое неоднозначное. Теперь, что называется, дутые формы. Видимо, имеется в виду вот это и вот это. Будьте добры, картинку, вот старая Крета, да. А вот это новый Hyundai Creta. Габариты почти те же самые, прибавился всего 1 сантиметр, так что, считайте, да, то же самое. Теперь давайте посмотрим спереди. Это новый стиль автомобилей в Hyundai. Знаете, в вопросе на сайте drom.ru 60% людей ответили, что им не нравится дизайн нового Hyundai Creta. Честно говоря, про первую Крету говорили примерно так же. Задние фонари, кстати, тоже другие. Не будем говорить, плохо это или хорошо, просто напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Посмотрим багажник. У старой, первого поколения Hyundai Creta объем багажника 400 литров. Здесь считайте ровно то же самое. Наиприятнейший момент – полноразмерная запаска. 1400 литров, объем почти литр в литр, такой же, как и у первого поколения Hyundai Creta. Колесная база увеличилась всего на 2 сантиметра. И говорят, что на задних сиденьях тоже практически все то же самое. Задний ряд. Вроде бы Hyundai Creta, вот посмотреть со стороны, маленькая машинка. Но смотрите, полно места. Переднее сиденье сейчас стоит так, что мне 1,87 м, там сидеть удобно. 1,87 м. Расстояние. Центральный туннель не очень высокий. Можно как-то худо, так, не очень удобно, но тем не менее посидеть вот здесь вот. И вполне полноценно, комфортно. Вот так вот съесть, поехать в Сочи или в Челябинск. USB, небольшой кармашек вот здесь вот, дефлекторы воздуховодов, индивидуального управления, конечно, нет. Ручка, фонарик, люк, но это почти топовая комплектация, а также есть шторка, но это, опять же, повторюсь, фишка почти топовой комплектации. Кресло я не двигал, я же вам говорил, 1,87 м, вот, пожалуйста, сижу удобно. Панель приборов наполовину аналоговая, наполовину цифровая. У нас посередине большой экран, то есть можно взять стандартные приборы, можно взять вот такую вот историю. Вот эта вот часть во всех комплектациях Креты будет одинаковая. Помните Hyundai Tucson? Там в зависимости от комплектации могут быть разные варианты, но вот здесь вот будет одинаково. А вот эта вот часть, есть 3 разных варианта. Первый вариант топовый, это экран 10,2 дюйма. Есть бюджетная комплектация с маленьким монохромным экраном посередине от часов Montana. Но хорошая новость, что есть средняя комплектация, в которой мы сейчас находимся. Управление климатом, громкость и переключение радиостанции – все на крутилках. То есть вашему бате или деду, я думаю, это понравится. Бардачок маленький, аккуратный, 2 подстаканника. Здесь у нас огнетушитель. Честно говоря, первый раз такой вижу. Может, это чисто комплектация для Дубая. И довольно большой, кстати, бардачок. Руль мультифункциональный. И, повторюсь, хорошая новость, что в средней комплектации очень достойно есть и крутилки, и сенсорный экран. Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость. Отвлечемся на 55 секунд. А вторая хорошая новость – это новый Huawei MateBook 14, который скоро приедет в магазин и наверняка вам понравится. 3 причины. Первое. Толщина 15,9 мм, вес 1,49 кг, корпус алюминиевый.
Второе. Экран. Отличные спеки. Сенсорный 14 дюймов и тонкая рамка всего 4,8 мм. Третье. Начинка. Intel Core 11 поколения. Photoshop, монтаж, игры. Еще есть Huawei Share 3.0. Экран смартфона на экране ноутбука. Иногда, знаете ли, очень даже полезно. Новый Huawei MateBook 14. Специальная ссылка внизу. Очень рекомендуем. Кстати, еще здесь аккумулятор на 13 часов и быстрая зарядка 65 Вт. 70% за 1 час. Ссылка внизу. Очень рекомендуем. Поехали. Ребятки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Ваши клики и переходы помогают нам ездить в Дубай и снимать для вас обзоры. Давайте посмотрим, что под капотом. У нас пока нет точной информации по движкам в России, но кое-какие данные все-таки есть. Капот тяжелый. Газовых упоров нет, придется все вручную. Ну как тяжелый? Мне это нормально, но если девушке, ей будет тяжеловато. Так вот, точной информации по российским движкам нет, но говорят, что почти наверняка будет 1,5 литра, 115 лошадиных сил, шестиступенчатая механика или вариатор, а также топовая конфигурация – это двигатель с наддувом 140 лошадиных сил. Аккуратно, крышка прям тяжелая. Так, нам, ребятки, разрешили прокатиться. Там тоже машину намывают. Сделаем пару кругов. У нас сегодня специальный гость. Я думаю, вам понравится. Ребятки, знакомьтесь, Дмитрий. Дима, очень приятно. Прокатимся сразу? С удовольствием. Давай, поехали. Пристегиваемся и поехали. Дмитрий, что человек из Одессы делает в Дубае плюс 43 градуса? Продает машины в Казахстан, в Украину. Сейчас вот с каналом из России делает тест-драйв новой машины. Собственно, интересно проводит время. Простыми цифрами. В Казахстане же продаются Land Cruiser, вот они тут повсюду стоят. Так они у вас дешевле? В основном они отсюда и едут. В Казахстан, в Туркменистан. Вот наши партнеры Greenline, они поставляют, наверное, больше машин, чем официалы. То есть официалы завозят там порядка 30% машин, остальное завозит Greenline. Это машины из Арабских Эмиратов. Но официальная же машина. Toyota. Да. Нет, это... по цене они получаются, ну, если люди заказывают отсюда, значит выгоднее. Дешевле. А гарантия? Дешевле. Новые машины могут стать под гарантию. Там, в Казахстане? Да, неважно, в любой стране новая машина может стать под гарантию. Так, давайте по Крете. Как вам автомобиль? Сколько у вас рост, кстати? У меня 1,90 м, мне удобно. 1,90 м, и сзади у нас еще человек сидит, 1,70 м, у него куча места сзади. В машине мне комфортно. В такой маленькой машине. Единственное, что вот сейчас я попробую, она не едет. 1,6 я бы не брал на автомате. Спорт включить и все сразу поедет? Я думаю, нет. Ничего не поменяется, это 1,6 на автомате. Сейчас попробую эксперимент просто. Создать ситуацию, допустим, мы на светофоре, и нам надо сейчас вклиниться, нам надо прям... Нет, то есть мы не вклинились, мы уже создали пробку, нам уже сигналят. Если у вас небольшой город, какой-то провинция, у вас нет сумасшедшего движения, вам по барабану, в какой момент вы вклинитесь, и у вас с этим нет проблем, тогда берите 1,6, это экономичнее. Если вы живете в мегаполисе, опять же, вот здесь жара, мы едем... У нас стоит сейчас, да, максимум, минимум вернее. И он сколько, 21, наверное? На максимум фурычит, все, вот 4, да, у нас жарко, то есть мы едем, нам... И он все равно какой-то такой. Да, поэтому если хотим, чтобы кондиционер выполнял свою функцию, надо брать хотя бы 2 литра. Вообще мне комфортно, но опять же, это новая машина, почему в ней должно быть некомфортно. И когда вы мне сказали, сколько она стоит в России, ну, я понимаю, почему она самая продаваемая за прошлый год. Да. Понимаю. И цена, качество, да, безусловно, как бы отличный вариант. У нас ничего похожего в Украине за эти деньги невозможно купить. Вот за 1 200 000 лучше взять Крету или БУ Lexus? БУ Lexus. Серьезно? Да. Но это же новая машина, это... Нет. это из какой-то истории может быть? Нет, я бы взял БУ Lexus. Вот, а он перекатает эту Крету. Он переживет, вы будете в максимальном комфорте ехать. Так. И он прослужит вам дольше, чем эта Крета. Лучше на стареньком Lexus, чем на новом Hyundai. Как материалы? Материалы дешевые. Да, пластик дешевый, все трещит, вот оно все нагревается, оно будет тарахтеть. Лежачий полицейский. Давайте посмотрим. Давайте послушаем. Скорость 20, да?
Нет, все отлично. Это Ну, как бы не обычная- сказать, что она мягенькая, это конечно, обычная недорогая. перепрыгнула она, да. Но обычная недорогая машина. Ну, Вот, кстати, Тусоны на велосипед, Туксоны как они больше недавно спрашивали. снимали. Вот Мне- такие Мне вот. нравится, честно. Вот Туксон уже классом выше, конечно, машинка. Как те же самые казахи спрашивают вот эти машины. Вот мы сегодня спрашивали, у нас девочка хотела за 55, а относительно недавно еще я на рынке недели 3 назад видел Так. машину за 54-55 тысяч дирхам. Дирхам. Их разобрали, да, Туксон. Вы кто по образованию? У меня два образования. У меня первое образование менеджмент организации на автомобильном транспорте, то есть я менеджер на По автомобилях. специальности работаете? Да, я Редчайший счастливый случай. человек. А второе Да. у меня таможенное дело и брокерская деятельность. То есть то, чем вы занимаетесь? То, чем я занимаюсь, да, оценка стоимости автомобиля, экспертиза автомобиля и так далее. И у вас есть свой YouTube-канал, И у меня есть свой YouTube канал, да. ссылку на который мы укажем внизу. Ого, тянет. Тянет, но это Мне по кажется, сути лучше. ручник. То есть если брать 1.6, то брать механику, тогда на ней можно ездить нормально. Вы что ли старая школа? Уважаете механику? Уважаю механику, да. То есть мне очень нравится. У меня друг один есть, он прям ярый сторонник механики, объясняет это тем, что это очень полезно для здоровья. Что же это, ногами дергать? Ногами, руками у вас мозг работает, это все полезно для нейросетей, скажем. Но иногда хочется и на механике поездить. Особенно, когда машину выжимаешь газ в пол, она не едет, Да. потому что она автомат. Хочется, чтобы она в этот момент стала механикой. Приехали? Да, мы прибыли с вами. Надо Спасибо отдавать за машину. уделенное время. Да, Вам спасибо. да. Приезжайте еще. Ссылочки Надеюсь, снова скоро укажем. да, Удачи появятся. вам с бизнесом. Спасибо большое. Да. Спасибо еще И раз. вам. Всего Спасибо. доброго. Ребятушки, вот такая вот история. Hyundai Creta, второе поколение. Пленку просили не снимать, эта машина уже продана, куплена. Ну вот мы на ней очень аккуратно прокатились. Большое спасибо Дмитрию за организацию такой поездки. 975 тысяч минимальная стоимость Креты первого поколения прямо сейчас в России. На самом деле за такие деньги машину очень сложно найти. 1,5 миллиона самая топовая конфигурация. И по нашей информации эта машина будет стоить примерно столько же. Стоит ли своих денег? Нужно ли ее покупать? И нужно ли покупать именно ее или можно что-то другое? Напишите в комментариях, с удовольствием почитаем. Hyundai Creta второе поколение. Быстрый обзор. Спасибо Дмитрию. Все ссылки внизу. Увидимся. Пока.